шокирующие новости, к нам попала ценная информация, касающаяся Алины Кабаевой и президента России Владимира Путина, напрямую затрагивающая их совместную жизнь. Кабаева в 2017 году сообщила независимому российскому журналисту, что Путин во время брака постоянно ей изменял, и делал он это практически публично, то есть не скрывал свои походы налево. Алина, конечно же, знала об этом и делала вид, что ничего не замечает. В одном из отрывков интервью она говорит: «В 2008 году мы с ним поженились, решили сыграть свадьбу спустя 4 лет после встречи, не знаю, как он, но его я любила очень сильно. 4 года у нас были скрытные отношения, любовный роман, скажем так. Причина этому была, конечно же, жена Владимира Владимировича, но и факт его высокого поста никто не отменял. Поженились мы в его резиденции в Сочи, там он собрал приближенных к себе друзей, было около 15 человек. Сыграли свадьбу, и я осталась жить в Сочи, через 2 года забеременела, и после рождения сына Владимир Владимирович перестал обращать на меня внимание, будто я для него не существовала. Он начал ходить налево, в прямом смысле, начал изменять мне с другими девушками, предположу, что это девушки из элитного эскорта. У нас состоялся серьезный разговор, где я ему напрямую стала предъявлять, что наши отношения дали трещину из-за его постоянных измен. В ответ он просто ударил меня, мне было страшно, я хотела поскорее уехать и больше не возвращаться», заканчивала Алина. По предварительным данным, вместе олимпийская чемпионка и царь уже не живут. И вообще стоило бы отметить, что Алина после того момента совсем не выходит на связь, ее очень трудно найти, непонятно где она, а что если Кремль узнал об этом интервью и убил Алину? Мне кажется, что это похоже на правду, а как считаете вы? Делитесь своим мнением в комментариях. О том, что Алина Кабаева и Владимир Путин являются любовниками, впервые заговорили в 2008 году. Тогда он лично вручил гимнастке награду за заслуги в спорте. В скорости после этого в газете «Московский корреспондент» появился материал о свадьбе Путина и Кабаевой. Статья разозлила Кабаеву, и она пригрозила газете судом. Но новость уже разлетелась по всем российским и мировым СМИ. Подбросил дров в огонь и глава Чечни Рамзан Кадыров. В одной из социальных сетей он поздравлял Людмилу Путину с 55-летием и назвал ее первой женой. Пресса сразу поставила риторический вопрос: если есть первая, значит есть и вторая. Когда через несколько лет глава государства заявил о разводе со своей женой, все заговорили о том, что наверняка причиной этому стали тайные отношения Путина и Кабаевой. Людмила Путина, комментируя развод, упоминала только о постоянной занятости бывшего мужа. Она утверждала, что они стали чужими людьми, но даже не намекнула на возможную измену Путина. Людмила Путина о Кабаевой ничего не сказала прессе, видимо, ей было очень неприятно признавать, что ее променяли на молоденькую спортсменку. Впервые новость о том, что Кабаева родила от главы российского государства, появилась еще в 2009 году в The New York Post. В газете упоминалось, что спортсменка родила сына, а его отцом стал Путин. Еще через 4 года в этом же издании появилась статья под названием «Алина Кабаева родила Владимиру Путину дочь». По словам журналиста, писавшего статью, президент забрал Кабаеву из роддома и поселил в одной из своих резиденций в Сочи. Как ни охотилась пресса, никому не удалось запечатлеть молодую маму с детьми или с президентом, недаром Путин работал в КГБ. Пресс-секретарь спортсменки заявил, что Кабаева вообще никого не рожала. В интервью и ток-шоу Алина признавалась, что очень хочет детей и даже встретила своего возлюбленного, имя которого ни разу не произнесла. Но и так понятно, кто является этим возлюбленным. Слухи также связывали Владимира Путина с Яной Лапиковой, которую царь сделал личным фотографом. Но в этой ситуации есть множество необъяснимых фактов, которые навели нас на мысль, что Яна является любовницей нашего президента. Сложно объективно судить о фотографическом таланте и опыте у красавицы. Доступное в сети портфолио Яны Лапиковой включает в себя несколько десятков фотографий кошек, фоторепортаж из тюрьмы и пейзажи Израиля. Первые фотоработы в новой должности были сделаны Лапиковой во время пребывания Путина в Приволжском округе. Но ряд фотографов отмечает, что это больше похоже на любительскую, чем на профессиональную фотосъемку. В то же время, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что девушку наняли из-за ее высоких профессиональных качеств и непритязательности в отношении к размеру зарплаты. По словам Пескова, штат личных фотографов премьера было решено увеличить, потому что 2 специалиста не справлялись с нагрузкой.
При выборе фотографа для нас прежде всего был важен не пол, а профессионализм. Яна действительно хороший фотограф, а ее модельное прошлое нас ни в какой мере не касается и вообще не является преступлением, отметил Песков. Также подчеркнул, что Яна Лапикова, бывшая активистка прокремлевской молодежной организации «Россия молодая», а также экс-модель, финалистка конкурса «Мисс Москва-2008». Это толкает на мысль, что Путин привлек свою любовницу к высокооплачиваемой работе и чтобы она была всегда поближе к нему. Друзья, прошу вас поставить лайк и подписаться на канал.